Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы с вами поговорим о самом, наверное, волшебном времени, о 31 декабря. И поговорим о том, что же ни в коем случае нельзя делать 31 декабря. Как правильно подвести итоги в этот день, что нужно обязательно сделать и от каких вещей, предметов нужно обязательно отказаться 31 декабря. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала, друзья, до конца. Будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. И обязательно этим видео поделитесь с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии, достатка, благополучия. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Друзья, близится у нас с вами 31 декабря. И вы знаете, это не просто волшебный день, это еще волшебное время, когда мы с вами должны подвести итоги, должны подумать о том, как мы будем встречать, с кем мы будем встречать. Мы уже подготовили с вами меню и, соответственно, подготовили и подарки. Но очень часто люди считают, что нужно многие вещи еще доделать 31 декабря, тем самым мешая себя, мешая своему благополучию и совершают вот эти такие вот, казалось бы, глупые ошибки, которые приводят к нищете, которые приводят к безденежью. Поэтому обязательно не делайте это ни в коем случае 31 декабря. Итак, что же нельзя? Во-первых, 31 декабря ни в коем случае не встречайте Новый год в неубранной квартире. Поэтому постарайтесь сделать все ваши домашние дела по 30 декабря включительно. Также не нужно 31 декабря и уже 1 января ремонтировать и покупать обувь. Конечно, кто-то сейчас скажет, ну кто же это делает? Вы знаете, всегда найдутся уникальные люди, которые удосужатся этим заняться именно 31 и 1 января. Также 31 декабря уже не стоит выбрасывать старую одежду и обувь. Постарайтесь это сделать по 30 декабря включительно. Также 31 декабря, вы помните, это у нас уже наступает такое вот достаточно энергетически сильное время, когда мы с вами должны находиться в радости, в благополучии. Поэтому ни в коем случае не ругайтесь и не кричите 31 декабря. Не нужно и встречать Новый год в одиночестве. Постарайтесь в этот день, во-первых, сделать звонки, поздравить уже с прошедшим и с наступающим Новым годом, пожелать всего людям самого наилучшего. Вспомнить тех людей, которых вы, возможно, забыли, возможно, не уделили им должного внимания на протяжении всего 2021 года. И именно 31 декабря обязательно с ними созвонитесь, напишите через социальные сети, через мессенджеры, пообщайтесь с людьми. Также ни в коем случае не допускайте, чтобы ваш новогодний стол был пустым. Помните, как вы встретите Новый год, так вы его и проведете. Также нельзя, чтобы билась посуда, иначе 31 декабря это считается достаточно плохим знаком. Также нельзя что-либо ломать. И ни в коем случае 31 декабря не нужно стричь волосы и ногти. Не мойте и голову. Вы должны это все сделать по 30 декабря включительно. Также старайтесь 31 декабря прямо с утра одеться в чистую одежду, в новую одежду, быть с улыбкой, радоваться, что наступает и наступило, возможно, у кого-то уже то волшебное время, а это значит, пришло что-то и новое в вашу жизнь. Нельзя дарить книги, ни в коем случае 31 декабря, при всем своем желании, возможно, вы коллекционер, классики, это хорошо, но именно 31 декабря ни в коем случае это не делайте. Также не нужно ни в коем случае загадывать желания
те желания, которые будут начинаться с частичкой «не». Ни в коем случае 31 и уже 1 января никому не нужно рассказывать кому-то о своих желаниях. Возможно, ваши желания не сокровенные, возможно, они, вы знаете, что, например, вы заключили какой-то контракт, но вы знаете, что вам еще осталось получить деньги, да, в первый, например, транш. Не спешите поделиться этой радостью, что вы заключили контракт, и в скором ближайшем будущем у вас появятся новые финансовые возможности. Нет, пока не начнется само дело, не рассказывайте никому. Не нужно пугать вашу удачу. Также обращаем ваше внимание, не нужно плакать, не надо грустить, не надо переживать за что-то. Вот как есть, вот так вот и принимайте. Вы должны понять, что этот мир не идеален, но и в то же время, если вы будете все принимать достаточно серьезно и близко к сердцу, то ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому 31 декабря должно наступить для вас вот самое прекрасное время. Кроме того, друзья, на протяжении всего целого дня, 31 декабря, включая до боя курантов, подумайте о том, что вы хотите иметь уже в 2022 году. Возможно, вы хотите иметь высокооплачиваемую работу. Возможно, вы хотите поехать отдохнуть и, например, побывать в Таиланде, в Шри-Ланке, в Америке, в Португалии, в Австралии, неважно. Подумайте об этом, подумайте, как вы это хотите осуществить, с кем, возможно, какой авиакомпанией вы хотите это сделать. Если вы хотите что-либо, чтобы произошло в вашей жизни, подумайте об этом. И после этого запишите одним или максимум 2 словами на листке бумаги. Например, если вы хотите иметь свою любовь, то напишите встреча мужчины своей мечты. Если вы хотите найти высокооплачиваемую работу, напишите высокооплачиваемая работа. Если вы хотите поехать в путешествие, то напишите путешествие, напишите в какую страну. Возможно, у вас совсем другое желание, возможно, вы хотите заиметь iPhone новой модели или что-то еще интересное, возможно, квартиру, дом. Это также прекрасные желания, которые тоже должны быть осуществимы. Но именно 31 декабря, в это волшебное, в это магическое время, обязательно их нужно не только в своей голове продумать до мельчайших деталей, но и в то же время написать. Написали, после этого возьмите конверт. Нет конверта, возьмите самодельно, сделайте конверт и запечатайте это и повесьте на елочку. Но так, чтобы не привлекать внимание тех гостей, которые будут у вас в новогоднюю ночь. И уже, друзья, после того, как вы уже елку будете разбирать, у каждого по традиции, кто-то разбирает уже 8 января, кто-то после Старого Нового года, кто-то держит до 8 марта, но, видимо, так сложились обстоятельства. После этого этот конверт сложите в тайное место в своем доме или квартире. И держите до того момента, пока ваше желание не исполнится. Как только ваше желание исполнится, то есть это будет не какая-то завизуализированная мечта, которая, возможно, когда-то осуществится, а именно уже фактически, например, вы уже летите в путешествие, или вы купили квартиру, подписали все документы и так далее. После этого вскрывайте этот конверт, прочитайте еще раз. После этого поблагодарите Вселенную за те возможности, за те советы, подсказки, рекомендации тех людей, благодаря которым у вас получилось этого добиться или это осуществить. И после этого сожгите, только с радостью, пожалуйста. Кроме того, обращаем ваше внимание, как правило, люди иногда начинают плакать. Это нормально, это очень хорошо. То есть таким образом у вас происходят внутренние ваши вибрации, вибрации любви, вибрации созидания. Сожгите, а пепел развейте по ветру. Но помните, всегда благодарите Вселенную, всегда благодарите высшие силы за все то, что вы имеете. Друзья, обязательно встретите Новый год достаточно ярко, весело. Даже если вы сейчас одиноки, вам не с кем, найдите себе человека, с которым вы бы хотели. Пригласите того человека, с которым вы бы хотели быть. Не стесняйтесь, не бойтесь, не будьте закомплексованы. Просто пригласите. Возможно, это будет соседка, а возможно, это будет ваш школьный друг или подруга, а возможно, это ваша троюродная сестра. Это нормально.
Не бойтесь, станьте волшебником. Возможно, у вас есть кто-то в вашем подъезде, например, детки, которые не могут себе позволить что-то. Возьмите, пойдите им, сделайте новогодний какой-то маленький подарок. Не обязательно дарить что-то нужно большое, громоздкое и дорогое. Вы должны понимать, что для человека очень важно внимание, вот те вибрации любви, которые каждый человек нуждается, и вот он их просит. Поэтому, пожалуйста, обращаем ваше внимание на вот эти советы, на эти рекомендации, что обязательно нельзя делать 31 декабря и что нужно обязательно сделать для того, чтобы 2022 год для вас прошел в изобилии, в достатке и в благополучии. Обращаем ваше внимание, что каждый человек волшебник, и он может это действительно осуществить. Мы всех поздравляем с наступающим 2022 годом. Желаем всем любви, гармонии, мира, всего самого наилучшего и всего того, что вы действительно себе желаете и хотите иметь. Всех материальных и нематериальных благ. Как всегда, ваш канал Эзотерика для тебя.